Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Печенье, которое сегодня приготовим, не совсем обычное и привычное, но вкусное. Рецепт достоин вашего внимания. Советую. Проверьте свою подписку на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. И давайте скорее начнем. 3 грамма сахара и 40 мл теплой воды перемешаем. Добавим 5 граммов сухих дрожжей. Пусть 10 минут постоят. Тем временем просеиваем в большую миску 250 граммов муки вместе с 1/4 чайной ложки мелкой соли. Напоминаю, все рецепты даны в точных граммах, но если у вас нет весов, используйте ложки и стаканы в измерении продуктов. Все для вас указываю в описании. Не очень растаявшее, но мягкое сливочное масло добавим в муку с солью. Хватит для рецепта 100 граммов. Тщательно перетираем в однородную крошку. Крошка мелкая, собирается в ком, но при этом легко рассыпается. Одно яйцо и 60 граммов йогурта, либо густой сметаны, взбиваем венчиком отдельно. Выливаем все это в мучную крошку, сюда же выливаем активные дрожжи. Смешаем и собираем всю крошку в однородный ком. Долго месить такое тесто не нужно, просто необходимо собрать в однородное тесто. Это тесто мы убираем в холодильник на 1-2 часа. Клейковина должна развиться. Можно, в принципе, оставить и на всю ночь, завернув в пакет. В холодильнике тесто не поднимется. Дрожжи здесь как разрыхлитель выступают, а не основа пышности. Раскатываем все тесто в прямоугольник, размер которого около 25 см на 45-50 см. Отдельно смешиваем 100 граммов сахара и молотую корицу. Можно корицу убрать из рецепта, если не любите, а хотите, добавьте, к примеру, к сахару обычную ваниль. Посыпаем тесто сверху сахаром с корицей, используя примерно пока треть. Прикатываем с помощью скалки. Сложим тесто в 3 слоя. Снова раскатаем в прямоугольник и повторим прослойку с сахаром с корицей. Сделаем это еще 3-й раз. Можно даже 4 раза складывать. Здесь смотрите сами. Вдавливаем остатки сахара и окончательно раскатываем в тот же прямоугольник. Делим все тесто на кусочки в зависимости от размера. От этого размера и будет зависеть еще время выпечки, не забывайте. У меня получилось 16 штук. Каждую полоску скручиваем бантиком. Слои, кстати, у теста уже видны сразу. Сахарная прослойка сделала свое дело. Но само печенье не будет слоеным, а скорее слоистым. Увидите чуть позже. Раскладываем сахарное печенье с корицей на противень на расстоянии друг от друга. И сразу же отправляем в горячую духовку. Температура выпечки 200 градусов, время выпечки 15 минут плюс-минус. Я выпекаю с конвекцией до румяной корочки. Печенье получилось румяным и даже очень ароматным. Дадим ему немного остыть. Кстати, получилось полкило домашнего вкусного печенья. Пока оно еще очень мягкое внутри и хрустит снаружи. Но после полного остывания становится более плотным внутри, не теряя свою мягкость. И также сохраняя хрустящую корочку сверху. Печенье в меру сладкое, вкусное.
Готовьте с удовольствием, делитесь видео с друзьями, оставляйте комментарии, ставьте нравится. Пока!